Зеленский высказался о сроках завершения войны, Россия разработала документ о разделе Украины на 3 части, а Трамп провел встречу с генсеком НАТО. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Конец боевых действий и наступления. Противоречивые заявления из Украины. Там готовятся к завершению войны и ее новому началу. В какие годы это произойдет? Кадровые перестановки в Узбекистане. Своего места лишился глава службы госбезопасности страны. Что происходит? Удар французскими ракетами по России и отсутствие красных линий. Срочное заявление из Парижа и о чем Трамп договорился с генсеком НАТО. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украина потеряла 40% территории Курской области из-за контратак России. Тем не менее, большая часть российского приграничья все же остается под контролем ВСУ. О ситуации на Курском направлении пишет Рейтер. Авторы издания утверждают, что информацию о территориальных потерях Украины под Курском получили от источников в Генеральном штабе ВСУ. Вот что он рассказал журналистам агентства. В лучшие моменты мы контролировали около 1376 квадратных километров. Сейчас, конечно, эта территория меньше. Противник увеличивает количество контратак. Сейчас мы контролируем примерно 800 квадратных километров. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько это будет оправдано с военной точки зрения. Рейтер также пишет об агрессивном наступлении российских оккупантов на востоке Украины и о том, что Киев сейчас стремится нарушить российскую логистику и цепочки поставок. Пострел! Для этого ВСУ бьют по складам боеприпасов, аэродромам и другим военным объектам на территории России. К тому же есть чем. Рейтер вспоминает о решении Байдена разрешить Украине бить американскими ракетами по РФ. Украина может бить французскими дальнобойными ракетами по территории России в целях самообороны. Об этом открыто заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Сообщает BBC и уточняет, что французский министр не уточнил, применяла ли уже такое оружие Украина. Барро также уверен, что Запад не должен вводить никаких ограничений и так называемых красных линий, когда вопрос касается поддержки Украины. Барро также ответил на вопрос о возможном участии французских войск в боевых действиях. Мы не отбрасываем ни один вариант. Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на 1 квадратный километр, угроза приближается к Европе на 1 квадратный километр. В скором времени у Украины могут появиться баллистические ракеты собственного производства. Их уже разрабатывают. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявила заместитель министра стратегических отраслей промышленности страны. Буквально в середине ноября Зеленский говорил, что в ракетной программе Украины есть 4 вида ракет, которые сейчас проходят испытания. Через 3 года у России может появиться возможность начать значительно продвигаться на линию фронта. На это намекает бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он уточняет, что на данный момент россияне не имеют возможности продвигаться по 150-200 километров в неделю. Тем не менее, возможно, к 2027 году оккупационная армия сможет иметь достаточно технологических материалов, которые бы дали ей возможность для нового продвижения. За моєю власною теорією, коли завершиться цей еволюційний процес, технічний еволюційний процес, і після цього відбудеться процес накопичення цих технологічних, скажімо так, матеріалів, ця можливість відновиться. Це десь трапиться, за моїми підрахунками, мабуть, після 27-го року. Хоча не факт, що в 27-му році з урахуванням економічної ситуації, з урахуванням демографічної ситуації хтось буде претендувати саме на війни такого масштабу, як подолання території противника. Ймовірніше за все, це все ж таки буде та тактика, яку зараз ворог застосовує на Україні, так звана
тактика ізмору, прописана в російських підручниках, тактика осади, яка приводить до знищення, перш за все, економічного стану, знищення морального стану. Кроме того, Залужный считает, что сейчас идет настоящая Третья мировая война. Такое заявление он аргументировал тем, что против Украины воюют солдаты КНДР, украинских граждан целенаправленно убивают иранские дроны и ракеты Северной Кореи, а в технике, которой воюют россияне, большое количество китайских деталей. Цель России – раздел Украины, и в Москве разработан целый план, в котором содержится прогноз развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Об этом заявили в украинской разведке. Главный замысел Кремля – полная оккупация Украины и возможный раздел территории, пишет Интерфакс Украина. И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявление Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым – это вроде бы территории России, согласно их конституции. Интерфакс Украина подчеркивает, что информацию, которую журналисты издания получили из собственных источников из украинского разведывательного сообщества, по сути официально подтверждают в украинской разведке. Итак, РФ может попытаться передать в Вашингтон документ, в котором содержится идея ликвидации политической субъектности Украины и разделения ее территории на 3 части. Одна часть – это условные новые регионы России, вторая часть – пророссийское государственное образование с центром в Киеве и пророссийской властью, и третья – спорные территории – это запад Украины. В украинской разведке тем временем сообщили, что это всего лишь анализ и оценки россиян, которые могут в любой момент измениться в зависимости от ситуации в мире. А что вы думаете о таких далеких планах Кремля по захвату чужой территории? Поделитесь своим мнением в комментариях. Дональд Трамп встретился с генсеком НАТО. Переговоры прошли в США, куда практически тайно прилетел Марк Рютте. Встреча состоялась в резиденции республиканца во Флориде. Вскоре после этого визита на официальном сайте Североатлантического альянса появилось короткое сообщение. Они обсудили ряд глобальных вопросов безопасности, с которыми сталкивается Альянс. Генеральный секретарь и его команда также встретились с конгрессменом Майком Волцем и членами команды по национальной безопасности избранного президента. Буквально накануне этой встречи издание «Вашингтон-Пост» сообщало, что Рютте собирается говорить с Трампом о завершении войны в Украине. В частности, что мир должен быть справедливым и прочным, и таким, который не будет поощрять российскую агрессию. Кроме того, Киев должен получить мощные гарантии безопасности. Напомню, в преддверии президентских выборов в США в западной прессе неоднократно поднимался вопрос будущего Соединенных Штатов в Альянсе. Различные эксперты и аналитики считали, что Трамп выведет США из НАТО. Однако сам Трамп говорил, что не сделает этого, пока европейцы будут платить свои взносы в военный блок. Зеленский тем временем заявил, что есть все шансы, что война может быть закончена уже в следующем году. В Киеве ждут предложения от Трампа. Мы открыты, еще раз скажу. И, кстати, для лидеров африканских стран, Азии и арабских государств мы готовы рассмотреть их предложения. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы увидим эти предложения уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны. Кадровые перестановки. В Узбекистане главу службы госбезопасности страны сняли с должности. Абдусалом Азизов был уволен президентом Узбекистана на заседании правительства, и ему моментально нашли замену. А также новое место. СМИ Узбекистана уточняют, что председателем СГБ страны был назначен генерал-лейтенант Бахадир Курбанов. До этого он был министром обороны. А вот Абдусалом Азизов переведен в Совет безопасности при президенте. О причинах этих перестановок известно мало. Есть информация, что увольнение Азизова может быть связано с покушением на бывшего сотрудника администрации президента. Подписчики из Узбекистана, как считаете, с чем связаны эти перестановки и пойдут ли они на пользу? Напишите свое мнение в комментариях. Бросался игрушками и раздавал автографы. Лукашенко, накануне заявивший, что он не диктатор, стал хоккеистом.
Самопровозглашенный вышел на лед Минской Олимпик-арены и даже гадать не стоит, конечно же, победил. В пресс-службе Лукашенко радуется со счетом 10-3. Лукашенко, несмотря на то, что хромает, время от времени выходит на лед. Сейчас этот шаг обусловлен в том числе и тем, что в Беларуси началась так называемая предвыборная кампания. Необходимы кадры для телевизионной картинки. На самом же деле Лукашенко постоянно окружает целая свита врачей. В третьей серии документального фильма «Нехта» «Лукашенко. 30 лет на грани» бывший сотрудник службы безопасности президента Беларуси рассказал, что недалеко от Лукашенко всегда дежурит реанимобиль. Ссылку на фильм найдете в описании. Касается мер безопасности, связанных с его здоровьем, то есть определенный график мероприятий, связанных именно с медицинской помощью охраняемому объекту в рамках СБП. Медицинские автомобили и в том числе реанимационный автомобиль постоянно ездят с кортежем. Это достаточно частая практика. Но иногда проходят даже мероприятия по подготовке эвакуации пациента, то есть с различных мероприятий. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.